Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 11 по 17 декабря. Давайте узнаем, каковы подсказки карты. У нас сегодня колода добра, и карты нас приглашают быть чуточку добрее к собственной душе и милосерднее к своим желаниям. Это будет дважды важно, потому что 12 числа новолуние в знаке Стрелец. Стрелец – великий оптимист. И вот этот оптимизм или оптимистичная стрельцовская энергия будет важна для всех нас, все знаки зодиака прочувствуют словно, и будем избавляться как от пессимизма, так и от тех ситуаций, которые давно пора оставить, словно ментальный мусор в прошлом. Вот такое тоже может проигрываться. В целом-то ведь дважды, трижды, наверное, еще идет период большой ретроградности, Юпитер и Уран в знаке зодиака Телец. Это не на этой неделе, это уже давно. И теперь до конца года это уже к концу движется. Но какое-то дежавю оно может о себе напомнить. И Меркурий 13-го тоже уходит в ретро-движение. И мы знаем, по Меркурию это может быть какая-то ошибочная информация или задержки с выплатами денег. Вы можете внезапно поменять свои планы или из-за обстоятельств что-то скорректировать тоже. Вообще крупные покупки по ретро-меркурию не считается не положительный момент. Или разочаруемся, или дешевле увидим. Поэтому берегите себя, не торопитесь. Видимо, с учетом вот этой большой ретроградности, скоро это все завершится, и с большим оптимизмом мы шагнем в 2024 год. Ну, давайте мы пока на эту неделю посмотрим, что для вашего знака, что важно знать, такую карту. Чего не избежать или неожиданности, с которыми вы можете столкнуться. Чему сейчас не время, что может вам помешать. Что вам будет помогать? Достанем еще одну карту, назовем ее «Что скрыто?». Может быть, вы чему-то не придаете значения. Дела, работа, бизнес. Посмотрим энергетику. Ваши планы. Да. Финансовая энергия на этой неделе. И личная жизнь. Восьмерка огня. Будет хотеться сделать что-то по-своему. Или действительно много информации. Причем та информация, которая вас словно торопит принять решение. Или есть конкретный человек, который может вас поторапливать и говорить: ну давай быстрее, определяйся. Там прям как будто что-то в последний момент должно быть решено, иначе что-то не получится, например. Да? Или что ты можешь куда-то не успеть, например. То есть нас могут поторапливать, вас, мои дорогие. А карта нам говорит о чем? Постепенное наращивание темпа, мои дорогие. У вас само по себе время, наверное, таково, что вы, может быть, для вас что-то очень важное, что стоит на кону, оно постепенно проясняется. Вот может быть и с новолунием, или постепенно ретроградность заканчивается, и может быть это длилось несколько месяцев. Но теперь мало-помалу все встает на свои места. И сообразно тому, как это встает на места или проясняется какая-то обстановка, вы так или иначе будете наращивать темп. Правда, с чем-то вы можете тут как определиться. Но просто, что я хотела сказать. Трансформация по этой карте идет. И перемены. Но пытаться что-то ускорить явно нет. Тут больше взаимодействовать с тем, что придет на ваш порог. Или где-то проанализировать свои желания. Но ваша сильная позиция, она как будто только по нарастающей идет. Понимаете? Поэтому ускорять нет смысла. Неожиданности. Точно ускоряться не надо. Продавливать какую-то ситуацию не надо. Настаивать на своем мнении. Или доказывать кому-то, что вот я прав, а ты вот нет, например. Вот это тоже. Вот этому как будто не время. В неожиданностях мы как раз можем столкнуться с такими людьми, которые нам пытаются говорить вот то, что я сказала уже по восьмерке огня. Или наоборот, нам могут говорить о том, что настойчиво нас как будто склоняют, чтобы мы приняли чье-то мнение, точку зрения. А нам карта говорит: инакомыслие и свой путь.
но мы не пытаемся кого-то вразуметь, да, или склонить к своему мнению, тоже как будто не пытаемся, потому что по этой карте есть такой момент, трудность в общении, или кому-то трудно понять вас, вот понимаете, и эта карта говорит о том, что даже если вашу точку зрения кто-то не принимает, а для вас это как личный принцип какой-то, вот оставайтесь верны себе. Все равно постепенно, может быть, не так быстро все желания ваши исполнятся, мои дорогие. Чему сейчас не время? Ну, какие-то ссоры, или кому-то что-то доказывать, или принимать, опять же, точку зрения. Вот посмотрите, уже не одна карта нам об этом говорит. То доверять первому услышанному. Или первой найденной информации в интернет, например. Точно. Интернет – опасное место. Тут надо все как минимум надвое делить и перепроверять. Попажу воздуха с чем-то не просчитаться. Здесь больше быть рациональным. Как не поддаться на уговоры, так и словно не увеличить дистанцию конфликта. Или сам по себе конфликт не разжечь. Это тоже будет важно. По пажу воздуха вы можете столкнуться с теми людьми, которые, знаете, ну, отчасти еще не зрелые. Может быть, и человек взрослый, и достаточно уже в возрасте, но мыслит он или, ну, как-то как ребенок, словно, да, ну, понятно, что не ребенок. Или когда я не могу ни положиться, ни ответственности не потребовать. Вот есть такой какой-то момент, поэтому я уже все возможности перечислила. Ну, есть момент недоверия все-таки. Он вам будет как будто помогать. Но делать это надо по-хитрому, мои дорогие рыбы и рыбки, чтобы не было, как и конфликта, одним словом, и волки сыты, и овцы целы. Ну, и не в ущерб самому себе. Это самое главное. Что же будет помогать? Ну, наверное, высшие силы буквально. Хотя интересно, карта искушения 15-го аркана. У вас будет достаточно физической силы. И, в принципе, вы как будто в хорошей физической форме. Видимо, есть конкретное дело, когда усталость не мешает. Это тоже немаловажно. Но по этой карте мы не должны с чем-то просчитаться. Мы не должны переиграть. Иначе игра переходит в опасность. Это 15-й аркан. Здесь, в этой колоде, эта карта искушения. И финансы нам здесь показывают. Значит, и с финансами где-то не просчитаться. Вот тот же самый Меркурий, мы об этом говорили. Иногда это карта страсти. Это нам все помогает. Но, видимо, страсть – дело хорошее, как понятно, и финансы. 15-й аркан где-то отчасти помогает, но не делать ничего чересчур. Ну, вовремя где-то здравомыслие включать, холодный расчет в тех случаях, когда это необходимо. И тогда, ну, 15-й аркан вам будет помогать. Но опасность, если вы сами по себе, может быть, как вопрос задаете, а не рискую ли я чем-то в этой ситуации? Не рискую ли я собой, своей репутацией, соглашаясь на то или иное дело? Или мне что-то предложили, а чем мне это обернется через энное количество времени, месяцев, может быть, лет? В 2024 году, даже если прежде какая-то скользкая ситуация, как будто нам сходила с рук, тут не сойдет. У нас Плутон будет в Водолее, много изменений. И поэтому даже, как мы говорим, обратка какая-то может лет через 5 прилететь. Не рискуйте собой, мои дорогие рыбы и рыбки. И правда, и не время играть в азартные игры. Это нам в целом тоже помогает. Что скрыто? Не убыстрить. Может быть, вот знаете, как этот импульс по 15-му аркану, хочется продавить свою ситуацию во что бы то ни стало. А карта отшельник, посмотрите, тут у нас двери и ключи. Как будто двери и ключи, все в вашей власти, все вы контролируете. Нам говорят, отступи, как будто полшага назад. Сейчас какую-то ситуацию ты не видишь четко. Или не развилась она сама по себе. Не все новости получил. Может быть, пройдет какое-то время, и тайное станет явным. Или просто за счет эмоций, мои дорогие, вы можете тоже... Эмоции – это не лучший советчик. Вы можете
Ну, словно, правда, просчитаться, чего-то не увидеть или просто куда-то поторопиться. Кто-то вас, мы с этого начали, может на какой-то импульс выводить. Давай быстрее, типа соглашайся. А карта по отшельнику нам все-таки девятый аркан говорит, возьми передышку. Вот это самое отступление сделай для перегруппировки и самонаблюдения. Вот это в целом будет важно, потому что сейчас то, что на кону стоит, или вот события этой недели, вы даже как будто не можете предположить, какое будет продолжение, с учетом девятого аркана в позиции скрыто. Дела, работа, бизнес, поэтому риск надо исключить. Туз воды. Но правда, тут у вас что-то, это карта радости, карта счастья. Отчасти получения денег где-то тоже нам, хоть и туз воды, когда удовольствия какие-то, может быть, ваше признание, хорошее настроение. Вот в целом удачный период, может быть, какой-то ваш удачный проект. Но тогда точно не должно быть риска. Иначе вы можете словно сдать свои позиции, правда. И если придется где-то уходить от конфликта или от какой-то мутной ситуации, мои дорогие, точно отступите полшага назад. На кону как будто ваше счастье может стоять. Все-таки туз воды – это карта и успеха где-то, и удачи в этой колоде, и каких-то возможностей самих по себе. Эта карта еще и изобилия. Для кого-то из вас по тузу воды это любовь проходит. Может быть, ну, посмотрим у нас, что будет сейчас на личную жизнь. Но, может быть, знакомство новое на работе у кого-то. Или любовь уже теперь сложившаяся. Так тоже может быть. Или по личной жизни вы какие-то вопросы будете согласовывать в инстанциях. Может быть, решать что-то. Вместе планировать в вашей паре или с вашим человеком. Что по финансам, давайте посмотрим. Финансы будут, нам говорят, да, и причем у кого-то достаточно крупная сумма может быть. Но вы, мои дорогие, по финансам не рискуйте. Вот в этой колоде шестерка огня, карта маяка. Вот вы как маяк. Как будто люди могут смотреть на вас и знать, что у вас есть деньги. Вот отчасти эти карты «не рискуй собой», остерегайтесь мошенников. Остерегайтесь фишинга, потому что мошенники, они тоже не дремлют. И перед праздниками они хотят увеличить свои заработки. С чем-то не просчитаться, мои дорогие. Лучше не торопитесь, правда. Или допустите мысль, что я чего-то не знаю, или я не могу все предполагать от начала до конца. И, кстати, ни одной ведь карты, которая бы сказала про вашу интуицию, которая у вас работает неплохо, но на этой неделе она как будто молчит. Я надеюсь, не у всех. Посмотрим, как вот последнюю карту откроем. Но эти все карты не про интуицию, ни одна нам не рассказала. Наоборот, про импульсы, посмотрите, много огня. И еще и 15-й старший аркан. Много посыла какого-то, желания. Будьте аккуратны, одним словом. С учетом как и ретро-меркурия, так и 15-го аркана. Деньги есть, деньги будут. У кого-то даже крупная сумма. Но ее так вот рачительным хозяинам следует сберечь. Зачем-то они вам в последующем понадобятся. У вас на кону что-то важно, серьезное. Личная жизнь. Ну, видимо, у кого все хорошо, с учетом туза воды, у того и будет. По карте повешенной нет движения, нет изменения. Неделя не такой большой срок, и я так думаю, в принципе, нет каких-то глобальных перемен на этой неделе. Но это все-таки старший аркан. И ведь есть такое значение жертвенность. И если мы говорим с 15-м арканом через страсть, это как зависимые отношения могут быть. Зависимые от человека. Или буквально сильное влечение, когда ничего с этим поделать не могу. И все-таки нам говорят, будь более здравомыслящей, чтобы эмоции где-то не накрыли тебя и с чем-то, может быть, и не просчитаться, может быть, и так. В любом случае, в подвешенном состоянии быть не очень хорошо. Когда эта карта выпадает, нам больше приглашают даже нас вот эту позицию жертвенности исключить или выйти из какого-то тупика. Вот такое ведь тоже может проигрываться. По аркану повешенный сам по себе тупик.
И пока мы соглашаемся на что-то, или пока мы не видим какую-то, или не увидим какую-то реальность, мы не изменим данную ситуацию. Может быть, посмотреть, как будто нужно на отношения с другого ракурса. И все будет зависеть от того, в паре вы и в каком состоянии, опять же, ваши отношения. Может быть, для кого-то из вас, для тех, кто один или одна, хватит быть в подвешенном состоянии, пора подумать о личной жизни. И такое тоже может быть, ведь все же это старший аркан с учетом 15-го аркана. Может быть, вы как раз и встретите такого человека, которому будете испытывать повышенный интерес. Но есть еще по этой аркан, по этой карте словно поражение. И поэтому, если для кого-то, мои дорогие рыбы и рыбки, какая-то история личная не сложилась на этой неделе, вам, может быть, даже захочется узнать какую-то либо правду или для себя вот это решение принять, признать это поражение, что дальше что-то продолжаться не может, и потому что именно я больше не могу вот в этой позиции жертвы или в подвешенном состоянии. Вот не захочется, потому что, опять же, вы будете чувствовать собственную силу, где-то значимость, возможности, и у вас энергии как будто прибавляется. Может быть, правда, мы ведь все разные, и у каждого своя личная история. Я попыталась разные варианты перечислить. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы и любимы всегда.